Вы знаете, вопреки своей биографии, роду деятельности и во многом чем приходится заниматься, я не милитарист. Поэтому, ну, наверное, именно потому, что я русский. То есть я не стремлюсь использовать сразу, так сказать, культ в качестве аргумента, в отличие от американской цивилизации. Но тем не менее, тут парадокс, как в немецком языке, в конце фразы стоит отрицание, да? Тем не менее, мы сейчас подошли к тому этапу, когда использование оружия становится просто уже вот настоящего оружия. Ну, его никак, как говорится, нельзя избежать, неизбежно. Что я имею в виду? Смотрите, ну, красных линий у нас уже было очень много, но поставка объединенного урана означает уничтожение будущих поколений. Я так сразу иду в конец мысли. Да, я могу сейчас рассказать про танк Challenger 2, сколько он весит, какой у него разворот башни, каким снарядом, что он бескартузная система заряжания, у него нарезное орудие на 120 мм, но все красивые переливы же, декорум, то, что называется. Смысл в другом для меня. Смысл в том, что они решили отравить почву, простите, южно-русских степей. Потому что после этого там жить нормально будет невозможно. И то, что ВСУ на это идут, доказывает, что они себя как раз там не считают ни хозяевами, ни родными, ни каким-либо еще исчадием. Все вот то, что отделение человеческого от нечеловеческого, они вот это прошли на 100%. Но смотрите, немцы, когда они завоевали территорию, хотели там жить. Ну, создать из нас себе скот, но жить они там хотели, а эти хотят убить землю. И говорят, нет, это не так. Ну, как это не так? Ну, как это не так? Уран, насколько я помню, число изотопа, 234, по-моему, вот, который есть 235 и 234, который уже бедный уран, он имеет период полураспада 4 миллиарда лет. То есть это будет только погружаться в почву. Ну, нарастится там, может быть, метр почвы, который будет уже экранировать излучение. Скажут, ну, там маленькое излучение. Ну, давайте посмотрим, что в Сербии. Что творится там, простите, на 100 больных онкозаболеваниями детей, 40 детей без этого погибает. Чем на дети заболевают. И американцы продолжают толдычить с англосаксами, что это все никак не связано с тем, что они там проводили бомбардировки объединенным ураном. Ну, Ирак можно посмотреть. Там несколько миллионов таких снарядов было выпущено. Вот. Поэтому я считаю, что именно вот этот момент, а не вот войск НАТО, является какой-то поворотной точкой. Почему я так говорю? По простой причине, это же не политика, это же просто, ну как, вы поедете отдыхать куда-нибудь, вообще поедете куда-то в сторону Крыма, есть там роза ветров, который понесет всю эту пакость даже на Крым, который мы ездим отдыхать. А люди, которые живут в Запорожье, простите, а вот я сейчас пойду опять в Луганск, 4 раз за 4 месяца, и так далее, они как российские граждане. То есть хотим или не хотим, мы обязаны уничтожить все это до того, как оно подойдет к фронту. Потому что если оно подойдет к фронту, они начнут этим стрелять, то, простите, мы с этим уже ничего не сделаем. Ну, простите, мы не ложкой будем соскребать эту самую пыль урановой земли. Каким образом? А когда ее понесет, мы будем ее вдыхать, простите, где-нибудь там в Донецке или Луганске. А наши солдаты будут ее вдыхать, которые там находятся. Ну, наверное, так как-то. Поэтому что мы можем сделать? Ну, я не могу каждый раз изобретать что-то новое, потому что это уже точная материя. Я постоянно говорю, что есть 3 вида боеприпасов, которые мы не использовали. Это УПАП 1500, это, если расшифрую, это АДАП, о котором я как раз говорил, это Искандер, о котором я тоже говорил. УПАП, управляемая планирующая авиабомба, 1,5 тонны, бетонобойная, достаточно дорогая, очень тяжелая. Вполне годится для уничтожения сортировочных станций, узлов обороны. Противнику не обязательно бить по тем местам, где конкретно пойдут эшелоны. Можно строить, как говорится, огненный ад прямо на фронте. Вот вы видели, что эти танки, потому что на сегодня эти снаряды подходят только к Челленджерам. Вы видели, что колонны танков пошли эшелоны? Ну, хватит миндальничать. С высоты 10-15 километров сбрасывайте те самые УПАБы вместе с АДАБами прямо на линию обороны. Покрывайте все. Сейчас, кажется, погибнет несколько сотен жителей мирных. Хорошо, давайте дышать урановой пылью. Давайте. Или мы сейчас устроим огненный ад на фронте, простите, эти выродки побегут как тараканы, то выруси наглое. И на этом, по крайней мере, будет ясно, что так себя с нами вести нельзя. А еще погибнут сотни их инструкторов, они тоже поймут, что, грубо говоря, они не сумеют там находиться. Давайте тогда показательным образом разгромим действительно эти эшелоны. То есть вот сейчас момент, это, знаете, такой час истины, на самом деле, это кризис для правительства. Для командования. Ну, правительство в данный момент в законном военном времени считаете, но кем является Шойгу? Конечно, во-первых, членом правительства, причем министром обороны, и ответственным за действия Герасимова, как вы главнокомандующего объединенной группировкой войск на Украине, Беларуси и так далее. Ну, понятно, чтобы цитировать Суровикина, вот не остаться Пригожина, несколько непонятно до конца, но не суть. Но разговор о том, что мы на сегодня обязаны это сделать. Если мы этого не сделаем, то мы получим не политическую проблему, что народ недоволен, мы просто получим зараженную землю. И они это хорошо понимают. Они это наши оппоненты. Они считают, потому что по-своему они механистично смотрят на жизнь, что мы ответим ТЯО тактическими ядерными боеприпасами, оружием. Но мы на своей земле, во-первых, мы ТЯО отвечать точно не будем. Хотя, повторю, я ТЯО боюсь меньше, чем вот эту радиоактивную пыль. Потому что ТЯО так рассчитано, что фактически радиация, она проникающая, на долгосрочном заражении места с ней происходит, эпицентр небольшой, в принципе, там ограничится несколькими метрами. Если это снаряды, если это ракеты, ТЯО, вот, все равно не радует. Нет, у нас вот есть третий аргумент, который я назвал. Я считаю, что более милосердно разгромить все вокруг крупных городов, даже на Львовщине, все это имеется все. То есть все электроузлы, то есть не какие-то выборочные, а все железнодорожные станции, все сортировочные узлы. Вообще ничего не должно ходить на Украине, вообще ничего. Железные дороги должны быть уничтожены. Просто как класс. Если мы видим, что пошли танки, сказать нам, как нам говорили нередко, я знаю, кто играет договорняк, кто не играет договорняк. Но нам нередко говорили, мы не можем отследить движение боекомплекта, они загружают в обычные вагоны пассажирские, или, сказать, там, машины с надписью мясо, хлеб. Хорошо, я соглашусь. Не пойму, не вор. А танки вы тоже не можете отследить. Танк весом 67 тонн, его, простите, никуда не строишь. Его даже фуры не перевезешь. Когда он на фуре, его видно. Но не перевезешь, потому что скорость движения фуры будет при таком весе, ну не знаю, 10-20 км. А мало того, не пройдет по мостам автомобильным, потому что он сверхтяжелый. Я об этом рассказывал, что мы не строили мостов в тех местах, которые удерживают вес натовских танков. Пойдет железнодорожным путем. Ниток снабжения фронта ЖД, при помощи ЖД, их там ограниченное количество, они себе видны как на ладони. Мало того, не хватает своей спутниковой группировки, есть товарищ Си. У него этих самых спутников 30 лишних штук. Объедините 450, простите, спутников, плюс к этому А-50 самолет ДРЛУ наш, который сейчас что, они не видят, что ли? Вот оно. Вот на сегодня это час истины. Но я ответ могу сказать, что я, может, тут витийствую зря, хотя я не витийствую, я рассказываю, потому что, как всегда в восточной манере, я же говорю, страна восточная культура. Был ответ такой, Лавров, по-моему, сказал, Захаров повторил, что у нас есть ответ, мы готовы к этому, Шойгу сказал. Мы готовы, мы ответим другими способами, чем действовали раньше. Еще раз говорю, конвенциональное оружие, то есть не входящее за пределы конвенции НАТО. Искандер 800-900 единиц, пожалуйста, баллистические ракеты могут уничтожить абсолютно все мосты, как в Черкасах мы помню, уже уничтожали железнодорожные мосты, помогло. Как в Перетоке мы уничтожили железнодорожный мост, снабжение Одессы, помогло. Энергоносители не пошли больше. Кто нам мешает все эти мосты уничтожить? И есть Искандер уничтожать. Нам говорят, РСЗО не может уничтожить мост. Пример Антоновский мост, который били Хаймерсами. У нас Искандер есть. Прихватить Искандер фактически невозможно. Я рассказал про УПАБы и АДАБы. Это, по-моему, так называемый сталинский бомб, который до 3 тонн вес. Ну, пожалуйста, бейте. Не хотите бить по городам, хотя я бы к этому еще присовокупил Х-35 и выжил бы Банковскую. Ну, в смысле, соответственно, центр Киева, соответствующий квартал. И применил бы все, что делает Израиль. А чего? Выглядите пару-тройку, 5, 10, 20 домов, что никто не бегал по улице и не давал там интервью красивых вместе с Байденом. Меня бесит, когда вижу Байдена в Киеве. Потому что Байден заявил, что мой президент — военная цель. Чем я обязан терпеть Байдена в Киеве? Военная цель для меня. Где Х-35? Вот такие деликатные, длаки мы. Я просто думаю, что в таком случае, коль скоро уже стал вопрос на сторону порошочком будет поступать, наконец-то голова проснется. Иначе кое-какие головы полетят, что просто верховный главкомандующий заставит. Все сказал.